Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь скандинавский порционный хлеб. Для начала приготовим ферментолиз. Для этого смешаем воду. Вода должна быть примерно температуры тела. Воду берем практически всю за небольшим остатком. Смешиваем ее со всем количеством муки, со всем количеством закваски и хорошо перемешиваем, чтобы вся мука увлажнилась и нигде не оставалось сухой муки. Закваска у нас должна быть активная. Активность закваски можно проверить методом поплавка. Для этого выкладываем закваску в воду и смотрим. Если она остается на плаву, как вот у меня, это значит, что в ней достаточно дрожжевой активности и она готова к внесению в тесто. Если этого не происходит, закваску нужно оставить еще на некоторое время. Все хорошо перемешиваем и оставляем на 30 минут. Скандинавский порционный хлеб – исключительно популярный вид хлеба и используется повсеместно. Он используется как на завтрак с какой-нибудь начинкой, джемом, а также в качестве основы для сэндвичей, закрытых бутербродов и в качестве перекуса. Это очень удобный хлеб, так как требует минимальных временных затрат и является очень гибким. По прошествии ферментолиза замесим тесто. Внесем остаток воды. Вот мы видим, что тесто у нас уже само по себе начало формироваться. Глютеновый каркас у нас начал формироваться сам собой. Это делает замес значительно более коротким и легким. Вмешиваем воду в тесто, а затем добавляем соль. Хочу сказать, что если вы будете использовать тестомес, то следуйте рекомендациям в видео. Если вы будете производить замес руками, сделать это очень легко. То есть на протяжении 3-3,5 часов, когда у нас происходит брожение теста, если вы замешиваете тесто руками, вы должны делать складывание каждые 30 минут. Вот мы видим, что клейковина у нас развилась примерно до 80%. Это тот момент, когда мы можем внести соль. Если вы будете замешивать руками, соль вносите вместе с остатком воды одновременно. Под конец вносим обжаренные семена кунжута. Вы также можете использовать любые другие семена, которые вам понравятся. Ну вот, в данном рецепте я предлагаю использовать семена кунжута. Осторожно вмешиваем их. И проверяем на наличие клейковинного или глютенного окна. Мы видим, что глютеновое окно у нас хорошо формируется. Тесто держит форму, не разрывается. То есть это значит, что клейковинный каркас у нас хорошо развился. Опять же, повторю,
Это состояние при ручном замесе будет достигнуто у вас на конец брожения. Желаемая температура теста 26-29 градусов. Выкладываем тесто в смазанный растительным маслом контейнер и неплотно накрываем крышкой. Сделав это, оставляем тесто на брожение при температуре 26-28 градусов на 3-3,5 часа. Если вы делаете замес руками, в течение этого времени каждые полчаса вам необходимо делать один подход складывания. При замесе тестомесом это делать не обязательно, но если вы видите по состоянию теста, что ему немножко не хватает силы, вы можете придать ему силу путем 1-2 складываний в течение этого времени. По прошествии брожения убираем тесто в холодильник при температуре 4-6 градусов. На следующий день достаем тесто и работаем с ним непосредственно в холодном состоянии. То есть давать ему согреться не нужно. Присыпаем поверхность стола семечками. Вот у меня смесь из различных семян. Вы можете использовать семена, хлопья, все что угодно. А можете и вовсе ничего не использовать. Но это придает особый вкус этим булочкам или хлебцам. Присыпаем также сверху. Стараемся работать таким образом, чтобы накопившийся в тесте газ у нас сохранялся, так как никакой дальнейшей расстойки мы тесту давать не будем, а будем выпекать непосредственно вот из этого состояния. Нарубаем тесто произвольными кусками. Суть состоит в том, чтобы нарубить их очень рустикально, то есть не следите за тем, чтобы края были какими-то ровными или они были какой-то равномерной формы. Это вовсе не обязательно. Чем более рустикальный вид, тем лучше. Вот, нарубаем таким образом тесто, стараясь сохранять газ, и выпекаем непосредственно в холодном состоянии. Выпекаем при высокой температуре с паром, а затем без пара до готовности. Остужаем на решетке и употребляем. Это очень, как я сказала, удобный вид хлеба. Он исключительно популярен в Скандинавии, используется повсеместно на завтрак, обед и ужин. И отлично подходит как с чем-то сладким, например, вареньем, джемом, так и с любой другой начинкой, если вы будете использовать его в качестве сэндвича или закрытого бутерброда. Если вы нашли это видео полезным и оно вам понравилось, я буду признательна и благодарна, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!